Всем доброго дня. Я сегодня нахожусь в Нива Хаус с такими, кстати, вот стаканчиками кофе взяла в Ласке. Они сделали такую коллаборацию в стиле дома, сделать стаканчик. Сегодня покажу вам пару квартир. Это была здесь последний, наверное, месяц много раз на Петровском острове. Вдруг перед Новым годом все большие семьи наши решили, что хотят большую квартиру перед Новым годом сделать себе подарок. И я здесь в октябре, в ноябре была прям много раз. Вот. И решила, что в этот раз я приду с камеры и покажу вам те квартиры, которые мы смотрим здесь. Я иду вот между третьим корпусом, четвертый и пятый сейчас я разверну. Это четвертый у нас корпус с прямым видом на воду. Он маленький, все квартиры практически были двухсторонние. Это пятый корпус. Здесь будет вот эта реконструкция под коммерцию. Большая площадка, такая дорожка с выходом к воде. Здесь у нас собственная набережная в проекте Нива Хаус. Все, что касается собственной набережной. Здесь ЛСР взяли в аренду набережную, вот этот кусок, на 60 лет. Соответственно, какие есть риски? Когда пройдет это время, может быть, эта аренда не продлится. Потому что сейчас территория закрыта забором, и сюда так просто не пройти, грубо говоря, это не частная собственность. Эта территория, она не частная собственность проекта самого вот этих домов. И здесь по-хорошему, как в Гранд-Вью, например, мог бы быть вот так забор. Сейчас поверну. Вот так, например, здесь забор. Вот здесь забор вот так вдоль. Соответственно, это закрытая была бы территория проекта, а это открытая набережная для любого желающего, как сделано на другом берегу Петровского острова в Гранд-Вью, The One, там, где Алмаз. Но здесь забора нет, все соединено, что и приятно. Но здесь открылся ресторан, там дальше будет спа и лодочки, это будет детский клуб. К ним доступ можно пройти через калитку. Сказав, что вы в ресторан, вас пропустят. То есть пройти сюда можно. Здесь все равно курсирует охрана. Территория вся вот эта находится на обеспечении управляющей компании. Такой классный вид на Лахту, на стадион. Летом вот просто можно все вот это, вид этот умножить на x10 в удовольствие. Представить, как здесь приятно. Я сегодня ноябрь, да, у нас конец ноября, все равно зелено. Не все опали деревья. И классно, что в проектах делают хвои много, то есть она создает зеленую картинку. Вот тут мы смотрим на Леонтьевский мыс. Наконец-то там тоже в прошлом году благоустроили набережную, потому что она как раз открыта, то есть и это не территория Леонтьевского мыса. Можно вот прям с там мост Бетанкура, так если территориально, и прям вот пройти сюда, прогуляться. Здесь часто летом проходят какие-то танцевальные. Но он такой угол, сразу скажу, что здесь нет никаких шумных компаний. Бывают иногда какие-то в конце недели танцевальные группы. Просто танцуют, и знаете, у нас по городу такое есть. Я отсюда очень люблю вид на Крестовский. Один из моих самых любимых видов — это из Нива Хаус в сторону Крестовского. Вот этот немалоизвестное здание, оно в зелени мало видно, а летом, смотрите, как красиво, там уже все серенькое, и оно, а потом будет все беленькое. И это розовое здание, конечно, смотрится очень мило. У нас не очень много горящих окон, но я вижу, что идут ремонты, а там ремонты, там вон вижу ремонты, здесь. То есть ремонтов много, затянуты окна пленкой. Наверное, не видно будет на камеру, но я вот вам подсказываю, чтобы не было ощущения, потому что мы сейчас приехали с супругом. Просто, что, представляете, с клиентом не получается, естественно, снять вот в таком формате, потому что у меня все внимание для клиентов, и я специально сегодня выделила такой денек, чтобы просто прийти поснимать эти квартиры. Муж у меня первое, что сказал, говорит, почему так мало света, окон горящих, неужели никто не живет, сегодня выходной. Вот, и я вот показала ему сразу, где живут, и смотри, сколько, говорю, затянутых окон. Он такой, да, точно. Процесс ремонта, что поделать. Конечно, когда здесь все заселятся, возможно. Есть варианты квартир, видите, это 8 домов, корпусов, но вот в этом корпусе, например, да, в четвертом маленьком, здесь огромные квартиры, большие, красивые, по 100 с лишним метров, по 200. Там, не помню, сколько это, десятков квартир, и так примерно в каждом корпусе. Здесь студии были только в последних корпусах. Первые 5 домов, они были в основном ориентированы на большие форматы квартир. Однокомнатные, по-моему, даже тоже сразу практически ушли, и их было довольно мало.
Сейчас пойдем посмотрим холлы, площадки, как что обжилось, и покажу вам квартиры, какие остались. Звоню сейчас супругу, говорю, вы где? Он говорит, мы возле Солодовни, какой он классный дом. Вот у нас в городе очень по-разному относятся к этому дому. Здесь этот корпус Солодовни, он под защитой ГИОПа, все это здание. И как по-разному к нему относятся. У меня были, конечно же, клиенты, кто вот еще когда строился, только вот с этой стороны. Мы приходили на стройку, смотрели, прям категорически говорили нет, точно нет. А кто-то приходил просто с мега влюбленными глазами. На кого-то он наводит депрессию. Здесь этот корпус Солодовни оставшиеся пытались преобразовать в апартаменты, какой-то бизнес-центр. Но апартаменты, смотрите, сколько окон. Здесь просто не пройдет математика по нормам. То есть новые окна вы не сможете создать. И они маленькие, инсоляции. По нормам инсоляции тоже не пройдет. А просто бизнес-центр. То есть это бы классно было какое-то пространство сделать. Сделать, может, какой-то спортивный комплекс. Там вроде как у нас по нормам не нужно столько света. Но вот смотрите, как он выглядит. Какая там крыша, там деревья растут. Я очень много делала фото сверху, как там вообще все это выглядит. Но он крутой. Он такой прям напоминает нам, что мы в Петербурге, что мы что-то пытаемся все-таки сохранять. Так, мы идем в 5-й корпус. Вот так в 5-м корпусе, во всех практически корпусах выглядит внутренний двор. Он в серой отделке, но мне нравится, что он не в штукатурке, он все-таки плитки. Здесь на нижних этажах темновато, но надо смотреть каждую квартиру отдельно. Если спальни, то в целом довольно комфортно смотрится. Мы сейчас такой как раз посмотрим. Вот здесь вот спальни, они с видом в этот двор. Вот заходим. Практически все парадные у нас сквозные. Сразу можно выйти на другую сторону со двора. Собираемся в лифт. Один у нас. У нас. Нажимай на 5-й этаж. Нет, на звоночек не надо, на 5-й. Все, 5-й этаж. 266. Заходите. Ну что у нас? 5-й этаж. 170 метров. При входе у нас такой коридор. 3 спальни. Вот с видом во двор. Окна, конечно же, супер грязные, поэтому из окон совсем непонятно какой вид. Вот лучше его окошки открыть и посмотреть. Мне кажется, что хорошо. Из спален кого-то, опять же, если у вас нет никаких ассоциаций, не давит пространство, то можно сделать 3 спальни комфортно. Здесь или объединить всю кухню-гостиную, сделать большую, или сделать, допустим, кабинет и кухню-гостиную. Здесь можно за счет коридора чуть-чуть увеличить мокрые зоны, допустим, а там, например, сделать мастер-спальню, откусить вот так кусочек. Ну и самая приятная часть — это, конечно же, вид на воду. Очень грязные окна, и, конечно, они все загораживают весь вид. Вот так красиво. Как мне нравится этот просто умиротворительный вид, очень спокойный, тихий. Там балкон. Балкон можно в целом объединить тоже или сделать эркер. Там балкон интересен тем, что там он такой вот закуточком, потому что где-то как эркеры выглядит больше. Ну, тут, скорее всего, надо объединять. Смысла в балконе никакого нет. Он еще и маленький.
Это все газоблоки. Там тоже двойной стеклопакет, такой же, как и здесь. Окна все деревянные, потолки 3 метра. В принципе, отсутствие стен, наоборот, дает возможность дорисовать и сделать комфортно. Вот такой классный вариант. Котиков нету. Здесь уже не делали набережную. Здесь и тут забор, и не совсем понятно будет, да, с этой солодовней. Но мне нравится. Здесь даже какой-то такой дикий уголочек. Летом все зеленое очень. Вот там все, видите, сколько деревьев тоже оставили. Они все зеленые. И чтобы не опали, оставили забор. Туда не ходили. Мы пойдем в 6-й корпус, следующий. Вот этот. За ним еще 2 корпуса. 7-й, 8-й такой кубиком стоит. Вот это здание, кто спрашивал, бетонное, его будут сносить. И там должен быть еще детский сад. Залили, видимо, тут должен был быть ресторан. История довольно странная, но по суду им предписали снести. Второй вариант квартиры буду показывать вам сразу с вида. Я ее уже видела много раз, но сейчас посмотрела после 5-го корпуса. И что хочу вам сказать. Ну, та намного лучше. Там все, что все-таки заканчивается 5-м корпусом, я многим клиентам, в принципе, всех предупреждаю, но кто-то очень хочет в эти корпуса. 5-й корпус заканчивается каким-то общим настроением, потому что вот эти корпуса дальше, они все-таки с боковым видом, во-первых, на воду и Крестовский. И сейчас вам покажу. Вот смотрите, да, мы на террасе. На 9-м этаже находимся. Здесь другие квартиры. Наверное, вот та квартира, самая последняя, была еще с, ну, самым таким топ, наверное, если у нее еще и угловая, там у нее прям топ. Последний вид, вот прям вот все у нее видно. Дальше они, скорее всего, закроются. Ну, скорее всего, да, соседние квартиры тоже может поставить какие-то туи, еще что-то, чтобы оградиться друг от друга. И тогда мы вот вообще будем вот так смотреть. Возможно, да, хоть как-то мы все равно видим воду. Но мы выходим на террасу, мы не видим из квартиры воду. Во-первых, мы на 9-м этаже, нам надо вот так вот вниз посмотреть. Хотя здесь видно вот эту часть города. То есть тоже классно, Петроградку видно. Но фронтально мы смотрим на Леонтьевский мыс. И вот так боковым взглядом смотрим на Крестовский и вот эту часть воды. Мне кажется, что даже с невысоких этажей, но первых корпусов намного лучше, чем с высокого этажа отсюда. Это мое, может быть, субъективное личное мнение. Сейчас я вам покажу квартиру. Но предыдущий вариант стоил 100 миллионов. Эта квартира стоит 125 миллионов. У нее выше потолки. Это последний 9-й этаж. Здесь выше 3 метров. Здесь, наверное, 3,5. По ощущениям 4. Выходим с террасы. 3 окна. И я отхожу в какую-нибудь точку. И смотрите, отсюда мы смотрим на Леонтьевский мыс. Нам, в принципе, только двор и Леонтьевский мыс. Начинаем со входа. Здесь много помещений, хозблок. Здесь у нас при входе одна комната с собственным санузлом. Вот ванновая труба, санузел с окошком. И что мне не нравится в этих корпусах, еще это вот какой-то розовато-желтый оттенок внутреннего двора. Мне кажется, что в тех было корпусах первых намного сделано аккуратнее. Здесь уже последние прям видно какие-то ляпы, тут какой-то серый кусок. Двор однозначно выполнен хуже. Даже откосы все такие уже торчат. Окна, мне кажется, что в первых тоже корпусах получше. Там у нас, и гардеробная еще в этой же комнате. Вторая комната. Можно, наверное, сделать там еще какой-то кабинетик такой или другую комнату с выходом тоже на террасу. В принципе, площадь такая же. Что, котенок? Но вида на воду здесь нет. Вид будет вот прямой на Леонтьевский мыс. Особенность последних корпусов – это в количестве квартир на этаже, в наличии студий. Здесь квартир больше, и двери здесь, мне кажется, другие. Там двери поинтереснее, потяжелее. Здесь вот столько квартир много.
В этих корпусах последних было прям довольно много студий, они и сейчас даже продаются. Хотя здесь вот Коне установили, а там Отис. Коне получше. Здесь помещение для установки кондиционеров. Ну, напоследок хочу вам показать двор возле последних корпусов Нива Хаус. Я вам уже так захейтила эти последние корпуса. Но откровенно, конечно, здесь были доступнее варианты. Они были меньше метражом, больше такая нарезка была, больше студий однокомнатных. Кто хотел зайти в проект Нива Хаус, конечно, была такая возможность купить здесь квартиры. Но ЛСР, конечно, можно было, наверное, даже прям сегментировать, потому что в первых корпусах они прям постарались этот проект как-то создать такую единую картинку. Здесь вот мне очень нравятся внутренние дворы. Мне очень не нравится, когда вот вид во двор с каким-то розовым оттенком. Это жутко давит, смотрится просто некрасиво. То есть, если, конечно, говорить о тех квартирах, которые, может быть, были либо угловые, вот здесь были хорошие в 6-м корпусе угловые квартиры, они были с прямым видом в ту сторону. И мне кажется, что вот самые приличные, самые интересные. Вот здесь 7-й корпус с такими белыми окошками, вставками. И 8-ю точку даже не видно, она за этим вот углом. Там такой маленький кубик. Вот это здание под сеткой, это будущий проект ЛСР. В целом скоро будет уже тоже строиться. Здесь будут и квартиры, и апартаменты, если я не ошибаюсь. И тоже вот как раз они вот ближе вот к этим корпусам будут создавать определенную тоже дискомфорт в плане стройки рядом, езды просто бетономешалок вот этих вот всех. Ну, дворы, сказать честно, хорошие, в приятных деревянных оттенках, хорошие разные дворы. Вон там Матео резвится, бегает, он уже все дворы оббегал, ему прям понравилось здесь. Вот эту вот здание будут сносить. Не знаю, будут ли доделывать здесь эту набережную. Это будет коммерция какая-то. Но вот именно это вроде снесут. Либо из него что-то сделают. Не знаю, не могу точно сказать. И за ним сразу должен быть детский сад. Я думаю, что это все тоже лет года 3, наверное. Так, 4. Не в ближайшее время это все уберется. Я еще прогуляюсь в ближайшие дни до Гранд Вью. У нас там сейчас в продажу вышла квартира от нашей клиентки. Мы покупали Гранд Вью, но ей оказалась она большая, 120 метров. Квартира с 3 спальнями, с большой кухней и гостиной. Большая им квартира. Хотят поменьше просто какой-то формат взять. И они сделали чистовую отделку. Я ее обязательно выложу. Посмотрите, хороший, классный вариант. У застройщика в точках есть квартира только с видом на Неву. Несколько вариантов осталось. У нее хороший высокий этаж с видом во двор. И квартира довольно классная. Вот. Никаких вопросов в квартире нет. Вот просто течением жизни квартира ей большевата. Вот. Так что я хочу тоже показать вам варианты, какие есть у застройщика. Посмотрим, может быть, если она тоже согласится, поснимаем ее квартиру, покажу вам. Так что продолжим. Но с Нива Хаус все. Мы пошли отдыхать, сегодня воскресенье. Пойдем позанимаемся. Ну что, в эту снежную прекрасную зиму, у нас уже зима, хоть декабрь еще даже не наступил, я еще вот оказалась здесь в Гранд Вью и хочу вам показать квартиры, которые остались, несколько вариантов, 140 квадратных метров, очень большой сейчас запрос, как я вот уже про Нива Хаус вам рассказывала, и маленькое количество предложений. Тем более с рассрочкой на 2 года. Это сейчас удобно, чтобы не вносить полную оплату. Начинает делать ремонт, получает ключи, начинает делать ремонт. Гранд Вью отличается, во-первых, конечно, стилистикой от Нива Хаус. В Гранд Вью такой больше минимализм. Я вам покажу в точках у воды сейчас квартиру и чуть прогуляемся по набережной, по самой дворовой территории. Ну что, вот они, 2 корпуса, которые самые ближайшие к воде. И здесь вот была на
том этаже классная квартира, прям с видом на Исаакиевский. Ее сейчас забронировали. И у нас остается вариант в корпусе напротив. Здесь квартира на 5-м этаже. Я вот здесь сейчас покажу. Она тоже с видом на воду, но у нее более урбанистичный вид не в сторону Исаакиевского слева, а в сторону ЗСД. И здесь у нас будет, естественно, еще кораблики, кому вот нравится. А что это у нас? Завод «Алмаз». Еще пока он здесь с нами. Парадные у нас Гранд-Вью с отделкой. Мрамор. Где-то мрамор прям лежит. Где-то у нас керамогранит под мрамор. Мы идем в квартиру 108. Из лифта мы выходим, так как он кубиком, мы уходим в обе стороны. И вот он этот угол у нас квартиры 108. Начинаем. Показывается, здесь у нас угол. Кухня-гостиная предполагается с таким вот балкончиком-лоджией. Здесь спальня 1, 2. Наверное, можно как-то присоединить вот эту мокрую зону, потому что у нас их 2 здесь мокрые зоны. Либо какую-то из спальни сделать с мастер-блоком. Есть классные решения и по 4 спальням, то есть можно все-таки вот здесь уголочек, да, закрыть вот под 4-ю спальню, может быть, сделать. И тогда кухня-гостиная, она вот отсюда будет с видом на воду в сторону ЗСД и на Алмаз, на кораблике. Ну, довольно интересный вид, потому что Васильевский тут у нас со своими угрюмыми домиками, но по-разному все воспринимают этот вид. И такая прям вот урбанистичная картинка. В ту сторону у нас была вот квартира, она уже вот сейчас забронирована. То есть в ту сторону у нас вот там Исаакиевский, сейчас в тумане не очень видно. Водная гладь, здесь набережная. Ну что, показала всю квартиру целиком, что можно показать в серой отделке. И у нас есть такой вариант в точках, которые находятся на променаде, не с видом на воду. У застройщика таких квартир уже нет, они все проданы. Вот в тех точках с видом во двор, большая квартира с ремонтом. У нас есть такой вариант продажи, без мебели, практически без мебели, там установлена кухня, сантехника. Показалось клиентке, когда она заехала с детьми, что им большевата квартира. Они хотят что-то поменьше, тоже на Петровском, чтобы вы понимали, что уезжать отсюда точно она не хочет, но хочет сделать поменьше, из 120 примерно 80, вот так вот хотят, 70 где-то переехать в 80 метров. Поэтому обращайтесь обязательно, тут вариант классно посмотреть и без отделки, и с отделкой, как это может быть. Она сделала тоже классно там игровую, но она не меблировать не стала, потому что в какой-то момент они решили ее продать, поэтому можно будет просто фантазировать, доделать, естественно, своей мебели, там, кровать, диван какой-то, организовать все вообще детское пространство самостоятельно. Мне кажется, это такой классный, нужный холст, потому что не все готовы делать вот с такого вот чернового варианта ремонта. Еще одну покажу. Она поменьше уже, может быть, кстати, мы ее и будем смотреть, если она у нас останется, этот вариант, с маленькой террасой. Квартира поменьше, как раз 80 метров. С большой террасой, с 2 спальнями и с кухней-гостиной. Сейчас я вам ее буду показывать. Вы мне пока расскажите, какой вам нравится больше вариант. Просто даже интересно, если вы даже не рассматриваете для себя, пожалуйста, напишите, все равно я забыла закрыть окна. Напишите, пожалуйста, все равно, вам нравится больше минимализм, Гранд-Вью
Или Нива Хаус со своими орнаментом, с таким 3D-визуалом. Точно знаю, что у нас все делятся практически на два лагеря. Кому-то нравится только Grand View, кому-то только Нива Хаус. Насколько вообще, разные проекты. И кому-то, конечно, Доминанта. Доминанта в конце острова. Самая большая проблема Доминанты — это в том, что к ней очень тяжелый подход именно пешеходный. Там, если вы знаете, будут строить Сеттл еще несколько своих проектов как раз вместо Алмаза, но это еще не скоро, а второй вместо шиномонтажа, и там, в общем, сделают такую закольцовку транспорта, туда будет ходить автобусы. Если вы не видели проект, я, может, его вот приложу куда-нибудь сюда. В общем, там будет такая грандиозная история, но все это тоже стройка, еще там социальная инфраструктура будет строиться. Сколько это все будет по времени, неизвестно. Вот, будут расширять там дорогу, делать яхт-клуб. Все это, в общем-то, превращается в такую стройку в тот момент, что вы будете жить практически на стройке. Что тоже не всем, естественно, нравится. Потому что тут хотя бы на Петровском вы все равно уже в сформированном таком вот пространстве. Со всех сторон уже дома практически построены. Много где сейчас ведутся ремонты. А там получается, что все это нужно будет прям преодолевать от своего дома. Будут ездить машины. Ну, в общем, такой момент. Но лет 5-6 пройдет. Будет там классно. Второй вариант парадной в полукруге на кольце. Мне кажется, даже здесь как будто бы безбарьерный проход. Быстрее подниматься. Поприкольнее. Едем мы на 8-й этаж. Смотреть квартиру с терраской. Заместились в еще одну квартиру с террасой. Здесь у нас кухня-гостиная, коридор. Он большой, просторный. Комфортно будет здесь разместиться и семьей заходить. Я знаю, как это многим важно, когда вы заходите, чтобы было много пространства. Вот опять же, на видео вы это даже, вот я смотрю и не ощущаю. Вживую намного комфортнее приходить, смотреть, примерять на себя объекты. Друзья, это даже вот не маркетинг, это реальность и правда. Здесь кухня-гостиная, вот кухонная зона. 2 окна — это плюс, окей, хорошо, комфортно. Здесь гостиная зона, эту штуку можно убрать, но там тогда не останется. Надо как-то подумать, шкаф, да, оставить. И вот эту штуку вот убрать из газоблоков, чтобы было какое-то открытое классное пространство. Или я вам потом скажу вторую мысль. Но мокрую точку, конечно, переносить в комнату не хотелось бы. Но поглядим, я не помню. Кстати, там есть туалет. Да, сейчас я вам расскажу вторую мысль. Здесь мы идем, у нас большой-большой санузел. По-моему, он 6 где-то метров. Вторая спальня. И вот вишенка на торте. Вот этот вот просто очаровательнейший вид на сегодня снежный Петербург, на снежную вот эту просто шапку. Как мне нравится этот вид, это просто огонь. Божественный вид, как же я его люблю. На вот этой шапке снежные, а летом они зеленые. Там видно мостик на Крестовский остров. Он такой просто мега секси. Этот вот сад. И вот там проглядывается Нива Хаус. В общем, он очень очаровательный. Здесь получается, что стекло. Очень комфортно смотреть. Мне намного больше нравятся террасы здесь, чем в Нива Хаусе. Это 100%. Ну, может быть, в первых домах они были хорошие, но в последнем, вот я вам показывала в этом видео, вы посмотрите эту террасу. Мне жутко не нравится. Здесь хотя бы матовое стекло. Вы не видите вообще, что происходит у соседей. Они вас не напрягают. Вид хороший из террасы. Вот это однозначно терраса просто плюс. У нее хорошая отделка, хорошее смыкание, хорошие окна установлены. Ну, пока, конечно, будет там у вас монтаж, вы все это еще там доделаете, все сделаете герметично, чтобы было, но там просто сделано в последних домах очень убого. Такое мое резюме именно о террасе в Нива Хаус, потому что здесь хорошая доска положена. Ну, как доска, скорее всего, вы будете ее менять, возможно. Но если даже вы пока так ее оставите до летнего периода,
там уже будете решать. Это все равно классно. В общем, квартира огонь. Цена у нее хорошая. Она была от ПИФ. Вы теперь скоро, не знаю, будете со мной, если общаться, все узнаете, что такое The PIF. В общем, она была от The PIF, и поэтому она по очень выгодной, классной цене. Мне она супер нравится. Мне нравится вообще вся квартира. Из этого окна у нее вид тоже проглядывается на воду, но вы из этой квартиры не платите вид за воду, потому что она как бы не считается как будто видовая. Кто-то говорит, вот здесь вот алмаз. Слушайте, он вообще не напрягает. Тихо, будний день. Я ремонт только слышу. Но здесь можно при желании большом как раз сделать 2 детские. Вот здесь, например, 1 вход. Здесь какой-нибудь там сделать, например, гардероб. Даже вот так отгородить, может быть, чтобы детский гардероб был. И 2 небольшие спальни. Слушайте, я бы, наверное, даже так и сделала. Вот это интересный вариант. Сделать здесь, может быть, 2 детские какие-то небольшие с гардеробом, например, чтобы не городить эти шкафы или еще что-то в комнатах. Здесь сделать 2 спальню, санузел ставить. В общем, мини 3 спальни может быть. Ну, конечно, 2 хорошо, но вот здесь прям мне бы очень хотелось бы сделать здесь кухню-гостиную. Я не знаю, как это сделать, но не гостиную хорошо, хотя бы просто кухню. Может быть, вот это все как бы, да, убрать и там начать делать кухню, вот это все снести, вот это, и прям с коридора, как бы никто вам не запрещает, на площади коридора можно делать. Главное, чтобы это было не жилые. То есть не можно согласовать. Вот так, да, чтобы я вас корректно всех не вводила в заблуждение, это можно согласовать. И вот здесь вот это все просто убрать. На месте мокрой зоны будет кухня, да, а здесь будет такая вот зона отдыха со столом, с выходом на терраску. Подушек накидать. Такая будет мини 3 спальни, но очень-очень уютная. Вот так вот ставлю сердечко. Вот, эта квартира мне очень нравится. 8-й, последний этаж. Небольшое количество квартир на этаже. Тихо, спокойно. Вот 3 квартиры здесь всего. Такая маленькая секция. Друзья, все, такой у меня получился небольшой обзор на те квартиры, которые у нас остались в Троицком острове в Петербурге, большие семейные, которые вы постоянно спрашиваете, потому что маленькие однокомнатные квартиры вообще не вижу смысла здесь покупать, приобретать даже для инвестиций. Но они супер дорогие, и лучше на вторичке что-то даже брать. Семейные квартиры, которые, тем более с рассрочками, или даже можно по семейной ипотеке еще взять какой-нибудь кусочек, вот, они, конечно, имеет смысл их рассматривать. Обращайтесь, пишите мне в Телеграм, в личные сообщения, записывайтесь на консультации. Я буду рада знакомству. Я занимаюсь продажей вторичной недвижимости. Если тем более мы перекладываемся во что-то, мне всегда комфортно работать и на вторичке, и что-то подбирать для клиентов, потому что я контролирую эти процессы, маршруты. Мне очень комфортно все это делать, потому что у меня в голове все эти процессы просто как шахматы складываются, как пазлы. Я все это контролирую, мы выбираем какой-то правильный маршрут вот, со всеми его согласованными участниками. Я занимаюсь коммерческой недвижимостью, тоже очень точечно. Я всю знаю коммерческую недвижимость города, но вторичкой мало занимаюсь. В основном проектами, конечно, от застройщиков, потому что они развивают новые кварталы, где коммерция это интересно. И интересно покупать под аренду, под сдачу. Вот. В общем-то, город развивается. Я за ним слежу уже больше 10 лет, поэтому обращайтесь. Всегда рада вам помогать приобретать вам недвижимость.